Привет, друзья и гости моего канала. Сегодня расскажу то, как я создавал освещение для летней рыбалки, но и также оно очень пригодится, думаю, мне и в зимней рыбалке. Часто я пользовался вот таким сначала фонарем в зимний, летний период, но освещения его как бы не хватало, когда, допустим, в ночное время с леской работаешь, ее плохо видно, приходится использовать дополнительный второй фонарь. А отдельно фонарь этот тоже как бы вешать, он не освещает как бы всю площадь палатки. Поэтому было принято решение приобрести, либо сделать какое-то освещение, чтобы было достаточно ярким, но и в то же время не совсем дорогим. Полазил по сайту AliExpress, нашел вот такие вот светодиодные панели. Они 12-вольтовые. То есть вот это она идет по заявкам производителя 10-ваттная, но при подключении, при проверке она выдает 8 ватт потребляет. И получается вот это, также она на сайте указана как 6-ваттная, но по факту она 3-ваттная. То есть получается вот это 53 рубля стоит, это 86 рублей. Вот из этой лампы она идет уже с припаянным проводом. Получается вот такая вот лампочка. Получается это. Взял я тубус от фидерной вершинки, отрезал нужной длины, вставил туда эту лампу, подключил коннектор для этой лампы и также необходимой длины создал провод и также сделал здесь коннекторы для удобства. Можно, конечно, сделать все на скрутке, но это не совсем удобно. Так как у меня аккумулятор 12-вольтовый идет вот с такими коннекторами под 3,5, то я, соответственно, на них сделал такие входы. То есть вставляю в блок питания и коннектором уже к лампе соединяю. Лампы достаточно яркие, но одной лампы, я думаю, будет недостаточно. Поэтому у меня приобрел сразу две лампы. От тубуса еще корпус остался от фидерных вершинок. Сделаю вторую. Также соединю. И в принципе достаточно бюджетный вариант. По себестоимости получается у нас лампа 53 или 56 рублей она стоила. Вот эта. Ну, тубусная вершинка, у кого остались тубусы, либо в любой корпус, который найдете, кто на что гораст, можно использовать ту же самую вот эту баночку от порошка, либо даже контейнер, который для еды найти самый небольшой. Провод использовал для акустики, он 15 рублей метр. Вот итого получается лампа 50, 15 метр, 65. Ну и коннектор, если нужен, то можно заказать, они также рублей 20. Ссылки на все оставлю в описании. У кого аккумуляторы идут 12-вольтовые с клеммами, можно использовать вот такие маленькие крокодильчики. Я тоже покупал их в магазине, электрическом магазине. Они, стоимость у них по 10 рублей один. Тоже, в принципе, сумма небольшая. То есть получается порядка, если брать одну лампу, 100 рублей. Достаточно неплохое освещение. Но лучше не продешевить и взять две. Так как с AliExpress они идут очень долго, лучше заказать две. А то окажется, что возьмете одну, вдруг не хватает. И потом еще доставку ждать около месяца оттуда. Вот. Но есть вариант по мощнее лампы, которая идет 8-ваттной. Вот это уже точно одной хватит за глаза. Летом такой мы использовали на летней рыбалке. То есть вешали ее на... Получается, у нас была ручка от подсачника 3-метровая, наверх ставили, и прямо у нас получался как фонарный столб. Освещал такую достаточно большую область. То есть вот он, этот вариант уже сделанный, конечно, не очень такой красивый, но практичный. Еще надо поискать какой-то корпус, я не нашел прозрачный, как здесь для этих узких ламп. Тут уже широкая идет панель 8-ваттная. Припаиваете два контакта и опять тоже вход 3,5. Ну и здесь у меня получается эти канцелярские зажимы. Вот эту конкретно я использовал для лета, делал. Для зимы сейчас надо вот эти протестить, как в палатке.
Если будет маловато, то уже будем пользоваться вот этими и подыскать корпус. У них есть небольшой, конечно, недостаток. Они, в принципе, нагреваются достаточно неплохо. И сюда в идеале прикрепить лучше радиатор охлаждения металлический. Но можно найти какой-нибудь вот типа такого профиля, как я делал, нарезать их, получается сколько тут штук, и зафиксировать на этой лампе. И получится достаточно неплохой радиатор также своими руками. То есть вот этот профилек рублей 70 подыскать. Они продаются именно во всяких Leroy Merlin, я думаю, либо в мебельной фурнитуре. Он используется, я видел, в кухонных фартуках. Порядка 100 рублей. Ну, либо готовый, но он будет стоить уже готовый, соответственно, понимаете, ну, раза в 2 подороже. Вот. Светят эти панели очень ярко. То есть у меня вот такой провод, заранее подготовленный, тоже из акустического провода, метра 3, тут у меня сразу летом, вот как раз когда делали, то есть также эти коннекторы, подключаем лампу, и светит просто очень ярко. Аж глазам смотреть неприятно, настолько яркий свет, что, ну, я думаю, для палатки будет достаточно. И вот это вот по сравнению с этой лампой уже светит поменьше. Но 2 таких ламп, я думаю, будет достаточно. Ссылки на все в описании оставлю. На эти лампы, на 8-ваттные, на 3-ваттные, на все коннекторы, которые есть. Заказывал еще вот такие коннекторы, то есть небольшие. Можно будет не паять к самой лампе, потому что тут... А можно просто будет крокодильчиками зацепить для удобства. Опс, маленькие такие я заказывал на Озоне. Они, правда, подороже стоят, но я думаю, можно их и найти в электрических магазинах, но я не нашел. Но с этой стороны нужно будет подложить какую-то резиновую, только не проводящую поверхность, чтобы замыкания не было. И будет у вас без пайки, в принципе, с 2 сторон можно вот провод такой же, как у меня, сделать. С 2 сторон эти крокодильчики. Зацепили с одной стороны лампу, с другой стороны, получается, на сам аккумулятор. Вот, на все ссылки оставлю, кому будет интересно. Все коннекторы также оставлю ссылки в описании. Осталось проверить вот это освещение в полевых условиях. Этот я тестил на летней рыбалке. Кому интересно, также ссылку оставлю на видео. Правда, оно там не рассматривается, но в ночное время это как раз освещение висело. Можете посмотреть, оценить, насколько оно освещает периметр местности именно от одной лампы. Так что, друзья, надеюсь, кому-то информация была полезная. Спасибо за просмотр. Всем пока.